Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, в этом видео мы хотим уделить внимание новолунию, которая нас всех ожидает 10 июня 2021 года. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, на что нужно обязательно обратить внимание, друзья. И также обращаем ваше внимание, что в этот день, 10 июня, у нас будет и солнечное затмение, которое также на нас будет влиять. Поэтому давайте более детально рассмотрим эти аспекты и поговорим о том, все-таки, что же можно и что нельзя делать каждому из нас. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной и нужной для вас информации. Итак, новолуние 10 июня, друзья, 2021 года будет необычным. Почему? Потому что новолуние, кроме того, в этот день пройдет еще солнечное затмение. И сегодня еще и великий праздник, православный праздник. Поэтому сегодня очень важно в первую очередь прислушаться к мнению астрологии, чтобы исключить вот те дела, задачи, которые могут привести к проблемам и неурядицам. При этом, возможно, сегодня, 10 июня, вы этих проблем неурядицы не увидите, но уже в ближайшие месяцы это на вас отразится. Итак, новолуние, друзья, у нас пройдет 10 июня в четверг в знаке зодиака Близнецы. И новолуние у нас будет в 13 часов 53 минуты по московскому времени. Вы знаете, вот эти сутки достаточно будут важным периодом жизни, когда каждый из нас сможет увидеть ясные перспективы, освободиться от всего, что мешает вашему развитию. Поэтому обязательно 10 июня обязательно будьте в прекраснейшем настроении, для того, чтобы отрицательные эмоции не стали источником непредвиденных трудностей. Кроме того, друзья, у нас есть видео на канале касательно солнечного затмения 10 июня, где мы детально говорим о том, как солнечное затмение повлияет на нас и на какие сферы обязательно обратить внимание. Итак, друзья, что же можно делать 10 июня 2021 года? Итак, друзья, самая оптимальная тактика для вас – это завершать дела во время затмения и уже завершать дела во время новолуния. 10 июня у каждого из нас будет достаточно сил для того, чтобы распутать те непредвиденные, возможно, ситуации, которые были у вас в жизни. Также постарайтесь ставить точки в тех проектах и делах, а также постарайтесь получать долгожданное вознаграждение за те проекты, которые вы уже совершили. В день новолуния обязательно говорите, думайте только позитивно. И таким образом вы сможете остаться на плаву даже в самой сложной ситуации. Обращаю ваше внимание, что Луна и Солнце в этот день будут находиться в таком состоянии и будут влиять достаточно негативно на людей. Поэтому ваша мудрость, ваша ответственность и ваше понимание всей ситуации вам именно сегодня в этом помогут. И, друзья, если вы будете находиться в прекрасном настроении, будут позитивные у вас мысли, то благодаря этому всему у вас получится привлечь удачу. Кроме того, новолуние у нас, друзья, в четверг, а это прекрасное время для того, чтобы избавиться от всего, что нам мешает счастью, удаче и что мешает нам двигаться далее вперед. Поэтому в этот день смело выбрасывайте из жизни все старое, поломанное, ненужное вам, возможно, какие-то ненужные вещи, отношения или даже какие-то дурные привычки. Начинайте это делать, и у вас все получится. Также в день новолуния вы можете загадывать желание, которое может быть связано с чем-то, с тем, что вы хотите избавиться, например, от вредных каких-то привычек, от финансовых трудностей, от одиночества. И энергия этого дня поможет вам осуществить задуманное. Но главное, чтобы вы сами стремились к переменам, а не ждали воли случая. Теперь, друзья, поговорим о том, что же нельзя делать в это новолуние 10 июня 2021 года.
Ни в коем случае не забывайте о обещаниях, которые вы дали ранее. Энергетика именно Луны в Близнецах затронет сферу любви и дружбы. И вот невнимание к вашим словам, а также отказ от выполнения обещанного может привести к негативным последствиям вплоть до разрыва отношений. Также 10 июня мы все-таки не рекомендуем отправляться в длительные путешествия и долгое время проводить за управлением транспортных средств. В эти сутки ожидаемо увеличится вероятность возникновения происшествий из-за невнимательности. Если вы отправляетесь в длительное путешествие или у вас командировка, 10 раз просмотрите, все ли вы с собой взяли, начиная от документов и заканчивая вещами, без которых вы не сможете находиться в вашем путешествии. Также в этот день, друзья, нельзя конфликтовать и выяснять отношения. Энергетика этих суток будет усиливать любые эмоции. И если эти эмоции в вашей жизни будут отрицательными, то удача от вас отвернется, и в жизни может начаться черная полоса. Поэтому в этот день, если вы знаете, что вы идете в компанию или вы идете в коллектив, где вы знаете, что есть ссоры, есть сплетни, есть какие-то недомолвки, и вы понимаете, что может начаться конфликт, ссора, то, пожалуйста, в этот день постарайтесь закрыть свои уши и, возможно, даже глаза, чтобы этого ничего не видеть, потому что энергетика усиливает любые эмоции. Поэтому именно в этот день, особенно касательно на работе, если вы будете в общественном транспорте, улыбайтесь, всем желайте любви, мира, желайте благополучия, с любовью и с радостью это проявляйте, потому что негатив ни к чему хорошему, к сожалению, не приведет. Также в день новолуния 10 июня откажитесь от каких-либо спонтанных желаний. Любое действие ваше будет отражаться на удаче, на благосостоянии и на вашем здоровье. Также в этот день, 10 июня, пожалуйста, не планируйте операции, особенно косметические, и в этот день не спешите менять имидж и не тратить деньги на первые попавшиеся на глаза вещи. Купите уже 12-13 июня, а сегодня, 10 июня, постарайтесь уделить внимание себе и своей душе и своему телу. Начинать что-то новое в день новолуния, а еще и в день солнечного затмения, друзья, мы не рекомендуем. Дела могут идти в гору, вы будете счастливы, будете довольны, но в определенный момент удача от вас может отвернуться. И начатое будет невозможно продолжить из-за множества факторов. Итак, друзья, день новолуния 10 июня закрывает коридор затмений. Ура, друзья, ура, потому что коридор затмений, который начал 26 июня, очень многие показал моменты, нюансы, недостатки людей, то, что они любят ругаться, спорить, обманывать. И вот он 10 июня закрывается, и у нас начинается лето, ура. И поэтому сегодня, друзья, обязательно доверяйте своей интуиции. Внутренний ваш голос поможет обойтись вам без каких-либо неприятных ситуаций, эксцессов. И, конечно же, друзья, привлечь в жизнь позитивные события. И мы надеемся, что после этого видео вы взяли во внимание всю информацию. Теперь вы знаете, как вам нужно прожить 10 июня, с какими эмоциями, с какими впечатлениями, для того, чтобы, да, действительно, 10 июня стало для вас действительно удачным, успешным, и это была первая ступенька к вашей новой жизни.